Сегодня такие тучки находят, такая вот тревожная атмосфера, что нужно, наверное, рассказать об очень важной, едва ли не краеугольной теме, о семейном кодексе и о разводе. Кстати говоря, семейный кодекс, он регулирует не только взаимоотношения между мужем и женой, он еще и регулирует отношения внутри семьи, то есть между родителями и детьми в том числе. Вы, например, будете удивлены тому, что у детей есть обязанность нести ответственность, нести в том числе и финансовую ответственность за своих родителей, то есть их содержать при определенных обстоятельствах, брать на себя опеку. То есть не просто так. Семейный кодекс не только про мужа и жену. В общем, я дважды был в браке. Самый простой вариант — это когда вы без детей. Тогда вам не нужно идти к судье. Плюс, насколько я понимаю, сейчас можно разводиться и вступать в брак вообще через госуслуги. Насчет разводиться не знаю, вступать в брак мне говорили, что сейчас можно через госуслуги. Супер удобно. Смотрите, еще какой момент сразу вспомнил. Семейными отношениями признаются в том числе те отношения, которые не оформлены официально, но если люди ведут совместное хозяйство, если они разделяют расходы. В Испании это прям жутко жестко, то есть это прям правило, что ты можешь, да не только в Испании, я думаю, в Европе, вспоминаю, в Бельгии тоже, ты можешь вообще не иметь никакого свидетельства о браке, но по факту, допустим, платите вы в складчину за аренду, оплачиваете коммунальные платежи, совместно какие-то там мероприятия делаете, покупаете продукты. Все по факту у вас совместная семейная жизнь, то, что называется в Испании пареха, то есть пара. И на таком основании однополые и двуполые пары могут, например, подаваться на... то есть один испанец, а второй иностранец, то, по-моему, после года совместной жизни они, как законная пара, могут подаваться на воссоединение семьи. Я могу ошибаться, потому что у меня такого опыта нет, но слышал я именно это. То есть фактическое ведение семейного быта и семьи, домашнего хозяйства признается за состояние брака. О совместно нажитом имуществе. Всем советую почитать семейный кодекс, потому что, особенно девушки, вы будете удивлены, но не все подарки, которые вам дарят, могут вами быть оставлены как совместно нажитое имущество. В смысле, как ваши подарки. То есть они могут быть отнесены к совместно нажитому имуществу и подлежать разделу. Я знаю случаи из Бельгии, когда девушка воспользовалась доверчивым бельгийцем. Понятно, что у них большая разница в возрасте. В общем, устроила себе вид на жительство, а потом с ним развелась. Так вот, бельгиец сильно обиделся, пошел, подал заявление, и ей отменили вид на жительство, потому что она, по сути, по его заявлению, имитировала желание жить с ним совместно и делала это все ради вида на жительство. По-моему, они больше года прожили, но все равно он пошел и в течение года после того, как они расстались, оспорил от обиды
отмену статуса, ну что они вот разошлись, и у нее отобрали этот вид на жительство в Бельгии по причине того, что по сути брака не было, со слов заявителя, то есть бельгийца. Что касается суда и раздела имущества, то я бы вам советовал заключать, есть такое понятие, внесудебное, досудебное соглашение. То есть, если у вас не совсем уж отвратительные отношения с бывшей женой, или особенно когда у вас есть дети, вы можете заключить досудебное соглашение, то есть на берегу договориться, пойти к нотариусу, оформить этот документ. Туда же можно, кстати, прописать и денежные средства, которые вы должны платить, и как алименты. Вас удивит то, что слово «алимон» по-французски означает продукты питания, еда. То есть, по сути, алименты – это на еду. Вот. Вы можете это сделать без суда, просто переговорив и прописав это в нотариальном документе. Я думаю, что это самый цивилизованный способ, потому что в суде, конечно, ничего приятного у вас не будет. Просто по причине того, что это суд. По поводу брачного договора, я не думаю, что это распространенная практика, как минимум в России, потому что у нас же, если ты говоришь: давай, дорогая, подпишем с тобой брачный договор, то это уже повод к тому, чтобы расстаться. Я уверен, что именно так это всеми девушками в России воспринимается. Должен вашу защиту девушки выступить. Я понимаю, почему вы хотите всегда вступить в брак, особенности в России. Дело в том, что вы считаете, что вот этот вот печать в паспорте, она дает вам какие-то дополнительные гарантии, дополнительную какую-то защиту для вас. Особенности, когда у вас есть ребенок, допустим, от вашего мужа. То есть вы таким образом защищаете себя от, элементарно того, что он будет ваш отец ребенка, и ваш бывший супруг не исполняет свои обязанности по содержанию совместно нажитых детей. Не отдаст совместно нажитое имущество и не будет содержать ребенка до 18-летия. Прекрасно вас понимаю, почему вы за эту печать в паспорте боретесь. Но давайте честно скажем, если он захочет кинуть вас, то он кинет. Такое происходит не только в России, такое происходит и в европейских странах. Я знаю ситуацию, когда это прям из первых рук, когда человек со счетом с 7 нулями пошел на принцип и смог доказать в суде, что он зарабатывает меньше, как зарплату, чем его бывшая супруга, и она вынуждена была ему платить алименты, потому что у него была зарплата меньше. По крайней мере, так мне эта бывшая супруга говорила, как я ее понял. Возможно, неправильно понял. Да, ребенок, по-моему, остался с ним. Те, кто девушки не знают, могу вам сразу неприятную пилюлю подсунуть. Все, что нажито до брака, не может быть разделено как совместно нажитое имущество. Это очевидно, да? Более того, там всякие подарки, все остальное от родственников тоже, имейте в виду, не все относится к совместно нажитому имуществу. Читайте внимательно. Я на память не могу вам прямо цитировать Семейный кодекс. Он небольшая книжечка. Если вы прям решили разводиться,
А еще лучше до заключения брака прочитайте полезная вещь, знать заранее. Мальчики, вам тоже плохая новость. Уговорить девушку на брачный договор, я думаю, что, ну, по крайней мере, для обычных людей практически нереально. Я имею в виду, что какие-нибудь люди типа Брюса Уиллиса и Деми Мур, вероятно, заключали брачный договор, все такое. Но в широкой такой бытовой практике, когда речь не идет о миллионах долларов, полагаю, что заикнувшись о брачном договоре, вы, скорее всего, поставите крест на своих будущих предполагаемых семейных отношениях. Как себя подстраховать? Ну, сделайте так, что у вас все имущество будет оформлено. Я про мальчиков говорю, да и про девочек на самом деле. Ведь девочки после 35 хотят уже молодого мальчика, желательно 25-летнего. А в 35 у девочки может быть уже какое-то свое имущество. Поэтому, если девочка не хочет с мальчиком помоложе делиться своим имуществом, она должна себе оформить это имущество, допустим, на юрлицо какое-то. Кстати, да, еще один момент. Несовершеннолетние дети и родители-пенсионеры, вне зависимости от всяких договоров и внесудебных, досудебных соглашений, а у них в законе прописаны доли. То есть дети, по-моему, 25% получают. И родители, и пенсионеры тоже. Я, честно говоря, могу ошибаться в цифрах, но в факте того, что несовершеннолетние родители и дети, несовершеннолетние дети и родители-пенсионеры что-то имеют минимально гарантированное по закону, это есть. Поэтому внимательно почитайте еще раз Семейный кодекс. Книжечка маленькая, чтобы для вас потом это не было сюрпризом. Вот. А лучше, конечно, не доводить до развода, пытаться, хотя не знаю, в чужой устав, в чужой монастырь со своим уставом, открытый брак, это тоже, наверное, не выход. Нет, тут я совет вам не буду давать, потому что обстоятельства бывают разные, и бывает вот такое, как у нас, несовместимое, что нет ребенка и все, а ребенка в определенный момент очень хочется, в этом есть определенный смысл в жизни, да. Вот так вот. Поставьте мне, пожалуйста, лайк, прочитайте Семейный кодекс, потом еще раз перешлите это видео вашим знакомым девушкам и парням, которые собираются вступить в законные отношения. Потом напишите мне комментарий, в чем я прав и не прав. Возможно, у вас есть какая-то история, рад буду ее услышать в комментарии. Всем пока!